Поздним осенним вечером Андрей возвращался домой по старой дороге, проходившей между густым лесом и заброшенными полями. День выдался тяжелым. Дождь не прекращался несколько часов, а холодный ветер бросал на лобовое стекло мокрые листья и мелкие ветки. Фары освещали лишь узкую полосу потрескавшегося асфальта, поэтому мужчина ехал осторожно, стараясь не разгоняться выше 60 км в час. На этом участке почти не было домов, встречные автомобили не появлялись, а телефон давно потерял сигнал. Когда до ближайшего поселка оставалось около 10 километров, прямо из темноты перед машиной внезапно вылетела крупная белая птица. Андрей резко нажал на тормоз, однако птица не поднялась в небо и не свернула к лесу. Она продолжала лететь прямо перед капотом, оставаясь в свете фар и словно намеренно заставляя автомобиль двигаться медленнее. Мужчина несколько раз попытался объехать ее, но птица каждый раз смещалась в ту же сторону и снова оказывалась перед машиной. Такое поведение казалось странным, ведь обычно дикие птицы стараются как можно быстрее скрыться от яркого света и шума двигателя. Через несколько минут птица опустилась почти к самому асфальту и начала часто махать крыльями, будто требовала немедленно остановиться. Андрей почувствовал тревогу. Включил аварийные огни и плавно прижал машину к обочине. Птица некоторое время кружила перед автомобилем, а затем резко поднялась вверх и исчезла в темноте. Мужчина уже собирался продолжить путь, но заметил, что свет фар впереди словно обрывается. Он вышел из машины, взял фонарь и осторожно пошел по дороге, внимательно смотря под ноги. Примерно в 50 метрах от автомобиля Андрей остановился и не поверил своим глазам. После продолжительных дождей земля под дорогой размокла и провалилась, образовав огромный обрыв шириной почти во всю проезжую часть. Асфальт висел над глубокой ямой, а небольшая оставшаяся полоса могла рухнуть в любую секунду. Никаких предупреждающих знаков или ограждений рядом не было, потому что обвал произошел совсем недавно. Если бы Андрей продолжил ехать с прежней скоростью, он заметил бы опасность слишком поздно и вместе с автомобилем сорвался бы вниз. Мужчина медленно вернулся к машине, сел за руль и несколько минут молча смотрел на темную дорогу. Он не знал, была ли эта птица обычным животным, которое случайно оказалось рядом, или действительно пыталась предупредить его об опасности. Однако Андрей ясно понимал одно. Именно ее странное поведение заставило его снизить скорость и остановиться в нескольких десятках метров от обрыва. Позже он смог дозвониться до спасателей, сообщил координаты опасного участка и дождался дорожной службы, чтобы другие водители тоже не попали в беду. Иногда помощь приходит совсем не оттуда, откуда мы ее ожидаем. Важно не игнорировать необычные знаки и не торопиться там, где осторожность может сохранить жизнь. Человек привык считать себя хозяином природы, но животные порой замечают опасность гораздо раньше нас. Эта история напоминает, что внимательность, благодарность и уважение ко всему живому никогда не бывают напрасными. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно напишите в комментариях, верите ли вы, что птица действительно спасла мужчину от страшной аварии. Делитесь этой историей с друзьями и включайте уведомления, чтобы не пропустить новые удивительные рассказы о животных и людях.